Сыпался. Посмотрите, это оригинальное полотенчико от BMW с 88 года. Привет, YouTube! Сегодня я вам хотел показать кое-что очень-очень крутое. Мы часто слышим слово «легенда», когда это в отношении машин. Но сегодня я вам покажу, что такое настоящая легенда. И это настоящая легенда от концерна BMW. Это E28 M5. Я хотел бы сказать про то, что вот эта BMW именно в Штатах выпускалась только на 88-й модельный год. Они были выпущены в 87 году выпуска, но модельный год для Америки шел только 88-й. В целом было сделано 1200 машин. Это очень мало. На сегодняшний день в Штатах зарегистрировано только 300 BMW M5 E28. Это одна из редчайших BMW, которые есть вообще в Штатах. Ну и тем более, ну точно уж BMW M. Когда приехал на слет такой на старой М5. Там еще одна М5. Это моя. Вот, поэтому очень редкая тачка, очень крутая. Так, ну и, наверное, одна из вещей, которую вы сразу заметили, это вот большие американские бампера. Да, это М5, это американские версии машины, потому что я живу в Штатах, соответственно, это американка. Отличия вот этих бамперов от европейских, конечно, довольно-таки немалые на самом деле. Во-первых, вот они вот настолько выпирают. Там стоят внутри пружины, и на 5 мм в час, если ты ударяешься обо что-то, они просто вгибаются, вжимаются там внутрь. Вот. Значит, многие их меняют на европейские бампера. Это довольно-таки такое дорогое удовольствие поменять их на европейские. Но, в принципе, это все можно сделать. Можно докупить европейские бампера, срезать некоторые вставки и сделать такую ее более аккуратно. Но там это на самом деле очень много работает. Порядка там 3500 только за работу, плюс с запчастями еще где-то 2500, чтобы ее переделать. Вот. Я не знаю, на данный момент я думаю о том, что делать ее, не делать. Мы с братом сейчас спорим, у нас идет большой спор насчет того, что стоит это делать или нет. Еще одну вещь, которую я не знал, это фары. Фары у американок тоже отличаются. На самом деле, если посмотреть на американские E28, то и внешние, и внутренние фары одного и того же размера, и размера вот этого маленького. Здесь у меня сейчас стоят уже европейские фары, то есть это маленькая, а это большая. Оно и придает такой более злой вид. Вот, ну говоря об бамперах и о фарах, надо, конечно же, сказать о заднем бампере. Он тоже не очень красивый, он тоже не очень прикольный, поэтому его тоже надо менять, и это тоже непростая процедура, но, как я говорил, это все можно сделать. Сзади он вообще какой-то такой левенький. Если спереди можно еще сказать, ладно, она выглядит по-злому, то сзади она вообще выглядит, в принципе, чуть-чуть никак. Вот эти вот бампера торчат сбоку. Эх, мне это все не нравится. Но помимо того, что машина выпускалась только 1 год, у нее не было опций. И что это значит? Не значит, что она пустышка. Нет, на самом деле это значит, что у нее есть все опции, которые только были возможны от BMW, и они все на ней есть. Но другой опции не было. Ты не мог взять машину, там, допустим, без электропривода сидений, без электропривода для окон. Поэтому все американские М5 полностью на полном фарше. Все опции. Единственная разница – это без разницы. По-моему, была разница, можно было сделать ее с музыкой или без музыки. Давайте я вам покажу салон, покажу все самые крутые фичи. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите, насколько он вообще идеальный. Но единственное, конечно, вот они вот эти вот пробочки для ручных окон, они не убрали. Они, к сожалению, все еще есть. Но посмотрите, вот это вот эмовское все, да, вот эти эмовский триколор. Вот здесь вот на этом сиденье, посмотрите, насколько крутое сиденье. 88 год, господа. Посмотрите, кнопочкой регулируется. Все работает, все очень круто. Посмотрите на эти вот регулировки сидений. Вот это вот.
это электропривод сидений. Это вот они ездят туда, назад, вперед. Подголовники, вверх-вниз сиденья. Все это круто, все это работает. Ну, естественно, подогрев сидений есть. Но вот это, единственное, я не знаю, почему они сзади их поставили. Но вот это для передних сидений, на самом деле, подогревы. Вот. Ну, естественно, для окон все эти механизмы, М-овская ручка. Тут, конечно же, у нас классический бортовой М-компьютер. Это первый. По-моему, на самом деле, не на всех европейских был такой компьютер. И вот это, естественно, второй компьютер, который у нас над зеркалом, который проверяет статус машины. Ну и, конечно же, у нас электрический люк. Все на электричестве, все на компьютерах. Все очень круто и все очень хорошо работает. Это просто конфета. Но больше всего мне нравится, это вот на этих сиденьях, вот эти М-овский триколор, какой красивый. Посмотрите, и сзади вообще просто. И сзади, блин, такие крутые, блин, подлокотники и все дела. Машина просто в идеале. И на самом деле здесь даже стояла очень крутая музыка. Сейчас у меня стоит Блауpunkt Bremen, да, это такой современный под старый стиль Блауpunkt, его делают там для Porsche и вот для старых BMW, то есть он выглядит таким стареньким, на самом деле это современный полностью Unit, у меня есть и Bluetooth вот здесь вот, да, и то есть все можно подключить, и можно стелить на радио слушать, и все остальное. Вот, но помимо этого вот колонки, допустим, сзади у меня они стоят родные, и как мне сказали аудиомагазине, где мне устанавливали мой басовик и мою аудиосистему, они сказали, что вот эти вот задние колонки, они в 80-х годах стоили по $500 каждая. Это по ценам 80-х годов. На сегодняшний день такие колонки бы стоили, не знаю, несколько тысяч. Я вообще на самом деле не знаю даже, что это за бренд, но они очень удивились, и они до сих пор работают. ADS называется. Вот. Так, ну давайте поговорим немножко про технические особенности этой машины, потому что они, я думаю, важны, и они, самое интересное, что они и у европейской, и у американской машины отличаются. Одни из больших отличий – это отличие в двигателе. Значит, на американской версии стоял знаменитый двигатель S38. Это на самом деле S38 B5. Вот так вот он выглядит. BMW M-Power. Я думаю, вы этот двигатель уже видели. На самом деле, внешне они не отличаются от европейского, который назывался M88. Такой же двигатель ставился на BMW M1. Не 1M, а именно M1. Вот это легендарное купе 80-х годов. Там стоял, в принципе, такой же двигатель. Вот. Потом были сделаны гоночные версии этого двигателя и так далее. Что самое интересное, то что вот именно вот эта американская версия двигателя пошла потом в E34 M5. То есть, по-моему, она называлась потом S38B6. То есть это была доработанная версия уже американского двигателя, не европейского. И американский двигатель считается на самом деле более надежным. У американской версии было 256 лошадей, а на европейской версии было 286 лошадей. Одни из главных отличий европейской и американской версии – это коллекторы, это немножко другой коленвал, другая немножко клапанная крышка, но на самом деле они в принципе схожи. Вот эти коллекторы на американской, они, конечно, звучат не очень хорошо. Европейская версия звучит немножко более злой, а в Америке она звучит более такой цивильной, что ли. И вообще в целом глушитель звучит чуть-чуть по-другому. Одна из фичей, которая шла на этой американской версии, это сзади пневматическая подвеска, она называлась SLS. И это когда машина автоматически зад у нее поднимался, опускался в зависимости от нагрузки. Вот, и сейчас я покажу, как это все чуть-чуть выглядит. Вот мой оператор меня сейчас снимет. Мы откроем багажник. И находится она, эта система в багажнике. Вот здесь у нас багажник. Мы сейчас ее поднимем. Вот здесь вот надо открутить, где стоит запаска. Вот, она тут немножко спрятана. Как вы видите, машина просто в идеальном состоянии на самом деле. Это была очень-очень крутая покупка, которой я очень горжусь. И вот, соответственно, вот здесь вот под запаской у нас и хранится система SLS. Вот так. И вот эта вот система отвечает за то, чтобы задняя часть машины поднималась, спускалась в зависимости от нагрузки. Но поскольку я лобзик, у меня не хватало жидкости вот в этом резервуаре, когда я покупал машину, и машина постоянно поднималась, опускалась, поднималась, опускалась. Я не знал, что делать, у меня не было вот этой жидкости, и поэтому я отключил эту систему. И когда я отключал, я случайно сломал одну вот из этих пимпочек, которые я не знаю, как их тут приварить, потом можно, нельзя. Короче, проблема, не знаю, как решать. Чтобы починить эту систему SLS, чтобы вы понимали, вся система, да, вот перебрать ее,
будет стоить примерно 4500 долларов. Вот эта вот маленькая штучка, которую я отломал, она стоит $300. Там любая запчасть на эту систему очень-очень дорогая. И многие люди в Штатах, они просто говорят, да ну ее нафиг, ставят Билштейны, ставят H&R, и машина едет просто шикарно, замечательно. Я хочу отметить вот это вот шикарное вообще построение этих машин 80-х годов. Посмотрите на этот багажник, посмотрите, вот какой мягкий здесь материал. Смотрите, сколько здесь разных штучек, как все открывается, как все четко. Никакого пластика, все матерчатое. Посмотрите, тут какой загажничек такой маленький, можно просто что-то спрятать. Ну, по-моему, тут прячется треугольник на самом деле. Под ним все это на прокладочках, все это очень мягенькое, все это очень такое классное, клацается. Вот здесь какой-то бардачок тоже маленький есть. Тут тоже что-то прячется. Ну, тут, конечно, немножко сломано, но в целом, посмотрите, маленький бардачок, тут, по-моему, аптечка должна быть. Но вообще, насколько это прикольно, насколько это кайфово, вот эти коврики. Еще интересная штука, я когда менял здесь саунд-систему, музычку ставил, вот под задним сиденьем стояла вот такая вот фигня. Это на самом деле для того, чтобы можно было разговаривать hands-free, то есть это 80-е годы, ребят, тут вообще это было как бы дико круто, вот микрофон и все дела, и это все стояло. Естественно, как любой бэмвист, у меня тут всякие прокладочки, у меня, конечно же, есть всякие патрубки для охладительной системы, куда же на этом без BMW. Вот. Но в целом хочу еще обратить на одну очень крутую штуку. На самом деле, когда мы говорим про коллекционные машины, коллекторов, да, очень важно вот именно вот этот запас инструментов. Ну, тут немножко осыпался. Посмотрите, это оригинальное полотенчико от BMW с 88 года. Очень круто, очень круто. У меня тут лампочки есть, у меня почти полный комплект, у меня одной только штучки не хватает, посмотрите. Такие лампочки, сякие лампочки, предохранители, какие-то вообще вот эти такие штыри, блин. Это еще что-то такое, я вообще даже не знаю, что это. Но вот у меня, в принципе, полный комплект. И это на самом деле считается очень круто.